Всем большой привет! Вы снова в моей мастерской Натальи Бекер. У меня видео похвалюшки. А, Скоро Пасха, и я делаю курочек. Первая курочка вот такая. Она у меня улетает к своей хозяйке. Вот, это заказик у меня. Вторая курочка у меня вот такая. Вот такая курочка. Она у меня свободная. Если кому-то нужна, пожалуйста, пишите мне. У нее здесь перышки, бусики. Пусть курочка тоже в бусиках ходит. И вот такая вот корзиночка. Ее тоже можно использовать для яиц или там для чего угодно. Для куличей, для каких-то. Или просто украсить свой стол на праздник. Как я делала вот такую корзинку, как делала донышко, как делала загибочку, я все показала. Если вам интересно, оставайтесь, и вы тоже можете сделать такую очень-очень простую курочку. Всем спасибо, всем удачи, с наступающими праздниками вас. Пока-пока-пока, приятного вам просмотра. Для курочки беру так 2, 3, 4 пары трубочек. Укладываю их вот так крестиком. И еще раз крестик сверху. Прижимаю. Можно там подклеить, я не подклеиваю. И буду оплетать этот крестик. Так, сделаю сразу большую такую длинную трубочку, чтобы подольше хватило на первые рядочки, чтобы не добавлять. Вот такая у меня будет баночка вместо формы. Ну, не вместо формы, а форма. Такую я буду плести курочку. Так. Трубочки это у меня газетки. Сворачиваю пополам. И вот буду оплетать. Так. Завожу рабочую трубочку и буду просто плести веревочкой в 2 трубочки. Вот так. Так. Аккуратненько буду все держать, чтобы у меня вот эти крестики не разъехались. Так. Так. Стараюсь поближе к центру, но не получается поближе. Так, держу здесь все пальчиками, подправляю. Так. Так. Вот первый рядочек я проплела. Вот я сейчас вот здесь, где у меня было начало, я поставлю иголочку, что это у меня начало работы. Хоть бы в пальчик не воткнуть. Вот, плету дальше. Вот такое у меня будет простое начало. Проплету сейчас, может быть, 3 рядочка проплету и вставлю еще дополнительные стоечки. Проплела 3 рядочка и сейчас добавлю сюда стоечки, чтобы у меня плетение было красивое. Так, вот буду немножко отрезать, потому что много это мне. И на клей буду садить. Так, вот прям взяла и вот так ножницами вот сделала место для этой стоечки и затолкала вот. Дальше взяла вот, сделала местечко здесь, отрежу лишнее. Трубочка сильно длинная, потом неудобно ей работать, да, что она по всему столу будет. Даже вот еще можно ее больше отрезать. Снова вставляю еще одну. И тогда у меня получится 24 стойки.
сейчас вот у меня будет 24 стоечки. Так, подождите, 16 и 8, да, 24 стойки. Так, вот я сейчас эти стоечки воткну новые и буду еще плести. Еще буду плести несколько рядов, может быть 3-4, и буду контролировать, да, чтобы у меня успеть стойки все раздвинуть, чтобы у меня потом к концу рабочей этой, к концу вот здесь вот, да, чтобы я их все раздвинула уже. Так. Вот. Ну, все не буду показывать. Сейчас еще одну вот сюда воткну и покажу, что вот сейчас я буду оплетать 3 вот этих стоечки вместе. Сейчас вот сюда сделаю. Вот. С клеем они хорошо заходят. Трубочки эти. Вот. Еще надо одну вот сюда. Так. С клеем хорошо заходят. И потом, когда я их буду раздвигать, да, я их так чуть-чуть же, так немножко растягиваю. И не буду бояться, что они у меня могут вылететь. Так, неправильно. Вот сюда мне надо будет вставлять. Хотя какая разница. Вот вставила. И вот так буду оплетать 3 этих стоечки. Так. Вот так буду оплетать. Трубочки получились отличными. Вот так буду оплетать дальше. Вот я проплела несколько рядочков и буду контролировать по донышку, да. Вот ставлю сюда свою форму, и вот она уже как раз подходит, да. Немножко хотелось бы, чтобы побольше это донышко было, ну, такую только нашла. И теперь мне нужно развести стоечки. Я просто вот так беру их пальчиком, вот так раздвигаю и начинаю каждую стоечку вот так оплетать. Вот так я оплетаю веревочкой в 2 трубочки. И вот я прям прижимаю к плетению все, да, чтобы не было таких дырок здесь прям. Раздвигаю вот так. И оплетаю. Вот так все оплетаю, каждую стоечку. Вот, раздвигаю. И оплетаю. И стараюсь уже прям вот укладывать стоечки, да, чтобы они вот на одном расстоянии друг от друга были. Вот видите, как получается? Вот, и донышко у меня получилось очень-очень красивое. Разведу все стоечки. Вот я развела все стоечки свои. Ставлю сюда свою форму. И мне нужно теперь поднять стойки. Как я это буду делать? Я беру вот так каждую стоечку, завожу за соседнюю и поднимаю. Так, как бы мне хорошо показать. Вот, беру, завожу, поднимаю. Без формы покажу сейчас. Вот так беру, завожу, поднимаю. Беру, завожу,
поднимаю. Вот так. Беру, завожу, поднимаю. Вот так у меня получается. Вот дохожу до начала. Вот здесь я начала заворачивать. И вот беру последнюю и в эту петельку заталкиваю. Вот. Все, стойки я подняла. Беру форму и ставлю ее сюда. Форму эту. Так, переворачиваю. И сейчас я прижму эту мою плетение к этой форме. Вот лишние надо срезать, потому что они мне будут мешать, чтобы на столе они не лежали. Так, теперь возьму и к форме приделаю это плетение. Как я это буду делать? Возьму, вот так вот соединю липучку вот эту вот, чтобы она не повредила плетение. А дальше на стекло я приклею. Так, надо хорошо трубочки положить, чтобы они потом не мешались. Вот, приклеила, здесь приклеила. И с этой стороны приклею. Вот так. Вот приклеила. И еще раз приклею. И будет у меня все держаться. Так. Вот так соединю пополам. И здесь вот так приклею в конце. И здесь точно так же. Вот, приклеила. Теперь я могу... Так, отпадает. Так. Заплаточку я сделала. Теперь можно плести дальше. Я просто-напросто вот так, где у меня здесь было. Так, это все стойки, стойки, стойки. Стойки. Так, вот это вот. Вот у меня идет плетение. Рабочие трубочки. Вот. Я добавлю еще сейчас одну рабочую трубочку сюда. И буду плести веревочку в 3 трубочки. Ну, сейчас подклею вот чуть-чуть немножко. И вот сюда вот как-нибудь аккуратненько подставлю. И буду плести веревочку в 3 трубочки. Стоечки буду стараться ставить аккуратненько, ровненько. Так, плохо показывать, но я покажу. В 3 трубочки. Вот так. Одну за одной. Потихоньку, ровненько укладывать. Все нужно. Так. Тут надо было, наверное, лучше сразу нарастить. Так. Я думаю, что это понятно. Это простая веревочка в 3 трубочки. Так. Вот так я буду плести веревочку в 3 трубочки. Покажу, как здесь закончить потом. Так, вот я подошла к первой стойке, от которой я начинала. И вот здесь нарастила трубочку. Спрятать ее подальше. Вот, я отсюда начинала. И вот я теперь буду укладывать, закончу ряд. Буду брать не вот эту трубочку, а вот эту. И через 2, 1, 2 за 3 буду укладывать. Так, аккуратненько туда опускаю. Беру следующую, вот 1, 2 за 3 укладываю. Баночка моя едет. И вот эту последнюю, да, вот 1, 2 за 3.
Все, у меня рядочек закрылся. Красивенькое получилось соединение. Теперь я беру крайнюю правую и завожу за соседнюю пустую стойку. Теперь снова беру крайнюю правую. Так, это куда-то у меня упало. Так, и вот так вот я делаю обратную веревочку. Вот, получается вот такая красивая косичка. Так, за стоечками надо следить. Подтяну их вот так все. Дошла снова до начала, и вот мне нужно здесь сделать красивую косичку. Ну вот для того, чтобы сделать, мне придется баночку снова вытащить, и я ее потом постараюсь снова сюда как-нибудь вставить. Так, не выходит. А, вот еще держит. Так, вот вытащила. И вот теперь я смотрю, куда же мне трубочки эти вталкивать. Нужно смотреть по рисунку. Вот по рисунку, если смотреть, вот 1-2 трубочки, вот сюда она должна идти, вот, прям по рисунку. Вот. Теперь это 1-2, вот сюда должна идти по рисунку. Так, вот у меня получается косичка. И это точно так же. 1-2. Она должна вот сюда пойти. Все по рисунку. Вот, видите? Все, косичка получилась. Вот я эту одну отрежу трубочку. Так, чтобы ее потом... Можно ее вообще-то и сразу подклеить. Вот так буду отрезать, чтобы не было видно. Так, и чуть-чуть клея дам сюда. И баночку на место. А эти я выведу сюда, рабочие трубочки. Вот так. Вот вывела баночку на место. Вот баночку на место. Приклею ее снова. Баночку эту. Вот приклею. Вот такая корзиночка у меня сплелась. Я плела ситцем. Сделала вот здесь 3 рядочка веревочкой в 3 трубочки. И поставила, отрезала старые стоечки сухие и поставила новые. Сейчас буду делать загибку. Чтобы сделать правильно загибку, можно использовать дополнительные трубочки. Я сейчас это и сделаю. Вот, вот так сделала. Сюда одну запасную стоечку, запасную трубочку. Поворачиваю, одну опускаю, поворачиваю. Здесь тоже укладываю запасную трубочку. Так, одну вот положила. Вторую укладываю. Вот я место прям здесь, можно сказать, забронировала для следующих стоек, для следующих трубочек, которыми буду заканчивать. Вот, снова укладываю. Вот, 3 я положила. 3 положила. Думаю, что хватит. Буду 3 вот делать. Беру крайнюю левую и укладываю ее вот за соседнюю эту стоечку. Не буду обрезать, я потом хочу еще побольше загибочку украсить. Теперь этой закрываю. Беру снова левую и снова ее укладываю вот за эту стоечку, рядом с этой. Вот. Этой закрываю. Теперь у меня получается вот здесь по 2 трубочки лежит. Беру следующую левую крайнюю и укладываю снова сюда, закрываю. Вот, теперь у меня получилось 3 пары трубочек. Чтобы правильно оплести, я эту трубочку убираю и работаю с вот этой трубочкой.
Вот так. Закрываю. Теперь снова эту убираю. Работаю с этой трубочкой. Вот так. Эту убираю. А, нет, вот эту нужно мне сюда. Вот так положить. Все ровненько укладываю, чтобы красиво было. Эту убираю. Этой работаю. Вот этой закрываю. Вот так я буду дальше делать. Вот я дошла до первой стоечки, до первой стоечки, которую я укладывала. Буду продолжать дальше. Уберу вот эту вспомогательную трубочку и буду также все по рисунку делать. Беру вот эту, отдвигаю, эту беру сюда, укладываю. Этой закрываю. Так, это немножко мешается. Так, вот закрыла. Теперь снова беру эту, и мне нужно ее воткнуть вот сюда, где вот эта трубочка лежит. Убираю и сюда ее укладываю. Так, все по рисунку нужно смотреть. Так, теперь эту убираю снова, беру эту, и вот мне нужно ее вот сюда. Так, чем показать? Вот сюда вот, где вот это вот лежит трубочка. Так, я ее вот так сюда кладу, заталкиваю. Вот, все, чтобы рисуночек правильно ложился. Теперь у меня осталась одна вот эта, чтобы ее вот сюда вложить. Вот, где беленькая эта трубочка. Я ее убираю. Вот это у меня уже шла, я ее должна чуть-чуть опустить, чтобы рисунок пошел. И вот сюда вот я ее сейчас выведу. Так, правильно это. Чуть-чуть срежу кончик. Вот, и сюда ее попробую так. Вот так хорошо выходит. Вот, все по рисунку пошло правильно. Везде теперь по 2 трубочки лежит. И вот теперь я возьму и вот эти трубочки тоже сюда попытаюсь уложить. И будет у меня большая шикарная загибка. Вот возьму вот 1-2 стоечка и буду вот за вторую вот сюда вот укладывать. Вот так. Так. Я ее там буду пока оставлять. Вот снова беру 2, да? 1, вторая. И вот сюда я ее рядом с второй вот. Сюда я ее затолкаю. Вот. Получается шикарненькая загибочка. Здесь вот видно пространство хорошее. Вот. Снова беру. И вот сюда. И так все до конца. И здесь будет понятно, куда снова эту последнюю затолкнуть.